Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какие же резкие перемены вас ожидают? Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал и смотрим, какая сейчас жизненная ситуация у вас происходит. Так, значит, смотрите, в вашей жизни очень много было таких вот ситуаций, знаете, когда вас обманывали, вот хитрили, юлили как-то перед вами. Причем это делала женщина. Женщина, которая очень была агрессивно на вас настроена. Она даже сейчас может быть злиться на вас. У вас столько было злости и агрессии вот в жизни, вот именно с этой женщиной, да? Могли быть грандиозные скандалы, могли быть какие-то придирки, да? Были, может быть, даже ситуации, когда вы сходились, расходились, либо же думали много раз во время ваших вот отношений, думали уже не раз, да, вот нужно разойтись, но как-то все откладывали, да? Вас очень часто по жизни использовали, да, это очень, конечно, больно и обидно звучит, но это так. Вот как-то вас воспринимала женщина ваша вот как ходячий кошелек, вот живой ходячий кошелек, да. Но вы, в общем-то, как-то не замечали особо этого, потому что вы слепо ее любили. Вы планировали с этой женщиной быть или жить долго и счастливо, да, до конца жизни, вот как в сказке, да, и умереть в один день. Но женщина это настолько вот как-то коварная, что ли, вот. Она видела, что вы добряк, она пользовалась вашей добротой, да, и пользовалась именно вашими денежками, именно вот благами, комфортом тем, да, вот потому что она очень любит красоваться, она любит комфорт и красивую жизнь. Да, вот посмотрите, она настолько любит деньги, вот как будто, знаете, вот ей дай миллион, и она его зажмет и никому не отдаст. Она такая женщина довольно властная, может быть, даже, знаете, в чем-то она как бы диктатор. Вот все должно быть так, как она сказала, все должны крутиться вокруг нее. Но сейчас этой женщине довольно плохо. Вот. Но мы не будем сильно углубляться, да, я знаю, что это довольно неприятная история, да, про бывших и все такое. Ну, в общем-то, такая вот ситуация у вас непростая была раньше с вашей бывшей, которая наложила очень и очень сильный отпечаток на вашу вот теперешнюю жизнь. Давайте-ка теперь посмотрим, что будет у вас происходить в вашей жизни дальше. Какие же резкие перемены будут происходить. Так. Финансовые проблемы должны пойти на улучшение. У кого, может быть, какие-то проблемы есть, да? Финансы ваши сейчас, может быть, в какой-то степени поют романсы у некоторых, да? Потому что у вас были какие-то серьезные либо траты, либо вложения, да, вот что вы как-то, ну, деньги растратили, а теперь осталось всего-то ничего, да. Ну ничего, вы подзаработаете, ваше финансовое положение поправится. Личная жизнь также пойдет ну, вверх, в гору пойдет, да, причем дойдет даже, возможно, до брака, либо же до серьезных отношений, у кого-то гражданский брак, может быть, будет. Вы, товарищ, такой довольно любвеобильный, вы очень такой вот добряк, да, вы, может быть, даже романтичный в чем-то, да, хотя, может быть, вы не всем это показываете, в чем-то скрываете, да, вот как бы вам стыдно, стесняетесь немного, да, вот, может быть, даже не всегда и не со всеми женщинами вы были таким вот, да, вот с одной женщиной мы можем делать какие-то поступки, да, романтические, а с другой нет. Ну, то есть это зависит и от женщины, от отношения к ней, да, хотя, в общем-то, ну, многие, наверное, практически все женщины любят романтику, да, вот какие-то красивые поступки, да, и те же цветы без повода, и романтический ужин, какие-то, пусть маленькие приятные сюрпризы, да, вот это вы все умеете делать, и вы, конечно, это делали. И вы остались таким же романтиком. Романтик в душе. Так, что еще? Грядут кардинальные перемены.
Но будьте осторожны, я вам хочу сказать, да. Вот будет какая-то ситуация, когда, знаете, вот то ли схитрить кто-то хочет в вашем окружении. Давайте-ка уточним. Хитрость, это чего касается? Это связано с деньгами. Это связано с работой, с деньгами. Причем, знаете, у кого-то это может проиграться, что женщина, вот которая вам принесла много проблем, может что-то нахитрить, намутить с деньгами. Вот особенно это касается тех, кто, может быть, недавно разошелся, да. Вот, знаете, то ли кинуть на деньги она вас хочет, то ли забрать денежек побольше или имущества. Но вот какую-то хитрость она провернуть может. Причем также она может пойти еще какой-то, знаете, вот бабки, я не знаю, там, которая магией занимается или что, вот как-то через магию провернуть, да, чтобы вот этот вот кидок на деньги прошел очень легко, вот как-то вот магия, чтобы помогла. Поэтому будьте осторожны. Может быть, ну, алименты это понятно, да, там по закону как бы выделяется определенная сумма. Но вот еще что-то, что касается денег, имущества, да, вот именно вот этой материально-финансовой части, какая-то хитрость и обман может быть от женщины, от вашей. Поэтому держите ухо востро, что-то может быть такое вот не очень-то приятное. Очень хороший позитивный период начинается для тех, кто, может быть, затеял какую-то, знаете, вот, я не знаю, новую работу, новый проект, какие-то новые начинания. Вот именно для начинаний. Может быть, вы хотите перейти на другую работу, на другую должность там или еще куда-то. Очень такой позитивный период как раз для начала. Вот именно для начала чего-то, да. Те, кто хочет помириться со своей женщиной, да, у кого может быть какие-то небольшие конфликты, да, либо же вот свежие какие-то вот расставания были. В общем-то, большая вероятность, что вы помиритесь с этой женщиной, причем помиритесь очень легко и просто, и это будет, ну, как бы, ну, так, знаете, как само собой разумеющееся. Ничего сложного, проблемного, в общем-то, в этом не будет. Так, да, вот по работе, знаете, вот по работе будут какие-то перемены. Вот я уже говорила, то ли новые проекты, да, вот финансы, вот знаете, вот финансы могут вам даже доплачивать, да. Вот скорее будут доплачивать, потому что вот то ли новые разработки какие-то будут, ну что-то такое, может быть, кого-то вы будете заменять. Ну, как-то вот, знаете, деньги выплывут там, где вы их не ожидали. Может быть, скажут, выйди, там кто-то заболел, да, а мы тебе заплатим. Может быть, скажут, нужно еще там поработать, доработать, либо вы сами захотите подработку какую-то взять. Ну, то есть, ну, денежки появятся, откуда вы их не ждете. Как-то вот, ну, неожиданно они появятся. Новая любовь появляется в вашей жизни. Причем любовь, знаете, это не одноразовая любовь, так называемая, это серьезные отношения. Туз кубков, как правило, говорит о начале новой истории, да, о новой любви, новых эмоциях, новой женщине, да. Но опять же, ваши страхи не дают вам покоя. Вот у нас четко показаны, да, две карты, начало новой жизни, новой истории. Но вы боитесь входить в эту новую историю. Вот какой-то период, может быть, вы будете бояться вот этих вот новшеств, новая женщина. Это все новое, да? Особенно, если еще не очень-то вы позабыли свою бывшую. Тогда лучше не спешить с новыми отношениями. Так. Новая жизнь, новая история. Да, новая женщина в вашей жизни будет. Ну, как-то вот вы знаете, будете немножечко
сначала держать дистанцию, что ли. Ну, может быть, будете просто там по телефону поначалу общаться, переписка какая-то. Вот будете прощупывать, что ли, да, вот что это за женщина, как она, что она. Потому что уже вы обожглись, да, один раз, а кто-то, может быть, даже и не раз обжегся. Дамочка, которая, знаете, вот она, в общем-то, обеспеченная, она и зарабатывает, она умеет тратить, вот она не такая, она не транжирка абсолютно. Женщина шатенка, скорее, светлоглазая, да, стройная, такого среднего телосложения, младше вас, скорее всего, будет. Женщина, знаете, вот она по темпераменту, она скорее более такая спокойная. Она не будет такая слишком активная, да, куда хочу, туда лечу, бегу, мчусь постоянно. Нет, она такая спокойная, рассудительная. Вот даже, знаете, с ней, наверное, и вы станете немного поспокойнее, потому что вот сейчас вот вы, может быть, даже более вспыльчивый. Вот нервы уже расшатаны, да, вот эти все разводы, расставания, они очень сильно расшатывают нервную систему, сон может быть нарушен, да, вот эти вот все головные боли, сердечко пошаливает. Ну, то есть этого никто не отменял. А эта женщина, вот она как-то, вот знаете, будет своим спокойствием на вас даже влиять. Вот и вы будете более спокойной, да. Вот бывают ситуации, когда такой вот вспыльчивый, активный мужчина, да, начинает встречаться со спокойной женщиной. И вот это спокойствие действительно вот как-то гасит вот этот пыл, его вспыльчивость, да. Бывает, что мужчина сам говорит, что да я с тобой даже как-то спокойней стал, да, вот, ну не хочется как-то кричать, не хочется сердиться, да, вот не хочется вот этого вспыльчивости вот этой как бы не хочется, да, вот гасится просто это все. Женщина, которая, знаете, вот она как-то вот там, где появляется она, там везде гармония. Вот как-то она приносит, куда она приходит, она приносит гармонию какую-то, вот внешнюю, внутреннюю, очень такая, знаете, спокойная, душевная женщина. Поэтому не упустите, очень даже неплохой вариант, я вам скажу. Так, и что еще у вас за перемены будут? Разрешится какая-то ситуация, которая вы думали, что уже все, тупик. Это может касаться чего угодно. Это не обязательно личная жизнь. Это могут быть финансы, работа, там еще какие-то проблемы, дела. То есть вы думали, может быть, уже все, это разрушено, да. Те же ссоры могут быть, допустим, да, вот которые я говорила, свежие ссоры, да, у нас падало примирение. И вот снова у нас падает карта, что те же ссоры могут, ну, как бы, помириться вы можете, да? Допустим, вы считали, что все, вы разругались, вы рассорились, уже все, ничего назад не вернешь. Нет, вы вернете, да, вот, которые вот недавно поругались, может быть. Разрешится, как я говорила, какая-то тупиковая ситуация, причем на которой вы, может быть, поставили крест уже. Вот как-то оно вот все всплывет, как-то все наладится, да, вот ну, всплывет не очень красивое слово, да, ассоциации такие не очень хорошие. Вот. Ну, как-то вот наладится, причем вам кто-то, может быть, поможет. Скорее, какой-то мужчина, наверное, поможет вот в решении вот этой вашей проблемы, которая, вы думали, уже все, тупик полный. Так, алкоголем не нужно увлекаться, потому что могут быть какие-то соблазны, да. Может быть такая ситуация, когда захочется даже самому с собой, да, вот чокаясь с бутылкой просто, вот, да, с рюмкой чая посидеть, да, вы понимаете, о чем я говорю, то есть вот может быть, знаете, либо ностальгия, либо такое настроение плохое, ну как-то напиться и забыться. Вот какое-то такое состояние, да, вот. Хотя, знаете, вот вы по жизни всегда вот выходите победителем. Да, бывают ну, такие вот периоды, когда хочется просто волком быть. Но по жизни, в принципе, вы сильный, вы победитель, да, и вот эти вот какие-то нерешенные ваши ситуации, вы в любом случае, вы выходите всегда победителем. Даже вот расставаясь с кем-то, да, вот вы выходите победителем на коне, да, вот вы, допустим, поставили точку, и вы вышли победителем. Это не вас выгнали, да, допустим, а вы ушли, вы поставили точку, да, вы закончили отношения.
Поэтому, ну, в общем-то, вы победитель по жизни, да, и не забывайте об этом в любой ситуации. Даже если сейчас вам плохо, обязательно настанет новый период, белая полоса, да, в которой вы снова будете победителем. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!